Как часто я слышу, что страх – это механизм выживания, что без него мы давно бы давно вымерли. Недавно психологи потянули еще одну тему. Страх необходим нам, как двигатель психологического роста. Если вы не проработаете свой страх, то вы не сможете измениться. Страх дает энергию для жизни. Мое мнение – нет, нет, да. Я считаю, что страх действительно дает энергию, но он отбирает гораздо больше энергии, чем способен дать. Все же остальные мнения ложные. Не понимая, что такое страх, вы не сможете от него избавиться. Поэтому придумываем различные объяснения, оправдания. Это работает при любых страхах и ситуациях. Если вы не можете иметь детей, то будете всем окружающим рассказывать о том, что child free рулит. Если вы боитесь других людей, то гордо вещаете о своей интровертности. И так далее, и тому подобное. Страх не нужен. Он может помочь вам выжить. Но всю жизнь мешает жить и развиваться. Почему я настаиваю на своей точке зрения? Я ученый и врач с 30-летним стажем. Вот уже 25 лет я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. На этом канале я знакомлю вас с практическим применением данной модели. Каким образом знание законов работы нашей нервной системы, работы мозга позволит вам стать энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком. В этом ролике я расскажу о том, что такое страх с точки зрения электрофизиологии мозга. Зачем он нужен нашему организму и почему он вреден для нашего организма. Для начала давайте определимся. А что такое страх? Страх вообще есть частные виды страхов. Проведите простой эксперимент. Вспомните ситуацию, когда вы испытываете страх. Любой. Вспомните по-настоящему. Я вас не тороплю. Вспомнили? Что вы испытываете в данный момент? Появилось чувство сдавления грудной клетки или неприятное ощущение в желудке, затруднение дыхания или сердцебиения, слабость в ногах или дрожь в мышцах. Неважно. Это достаточно индивидуально. Но все эти ощущения можно назвать физическим дискомфортом. Вы испытываете физический дискомфорт. А психологически в это время вы испытываете страх. Физический и психологический дискомфорт очень тесно между собой связаны. Почему? Сейчас расскажу. По нашему нервам не текут картинки или запахи, страх или радость. По нервным волокнам протекает только электрический ток. То, что мы называем нервными импульсами. Именно движение этого тока, его направление, мощность определяет наше мышление, наше поведение, да нашу жизнь, в конце концов. Вы сейчас подумали, еще один любитель говорит банальные вещи. Это мое утверждение действительно ничем не отличается от фантазии на тему, что у нас в мозгу есть комплексы, стыд, грех. Спешу вас разуверить. Сейчас мы с вами на уровне физики разберем, как работает наша нервная система. И вы сами все поймете. Как я уже сказал, по нервным волокнам протекает электрический ток, образуя огромное количество связей между нервными клетками. Его движение формирует огромные рефлекторные комплексы, которые вы называете своим опытом, своими знаниями, своей памятью. Чем меньше электрическое сопротивление этого рефлекторного комплекса, тем больше энергии он может перенести в центральную нервную систему. Тем с большей вероятностью мозг будет его включать в работу. Этот рефлекторный комплекс можно сравнить с микропроцессором, который будет выполнять ту работу, на которую он запрограммирован. И пользоваться тем источником энергии, при котором он был создан. Вот теперь мы подошли к самому интересному. А откуда берется энергия для работы этого микропроцессора? Единственным источником электроэнергии в нашем организме являются рецепторы. Это они представляют из себя микрогенераторы, превращающие в электрический сигнал все виды окружающей их энергии. Рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние рецепторы. Внешние рецепторы получают и перерабатывают энергию окружающего мира. Энергию Солнца, Земли, воды, воздуха. Внутренние реагируют на изменение состояния нашего организма. Но сильное, резкое изменение физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как физический дискомфорт, как боль. То есть для того, чтобы работала наша нервная система, наш мозг, существует два источника энергии. Окружающая нас Вселенная и боль. А при чем здесь страх? Страх – это только одна из эмоций. А что такое вообще эмоции? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше электроэнергии поступает в мозг,
тем больше процессов он способен произвести одномоментно. Тем более мы энергичны, работоспособны, счастливы. Чем меньше энергии приходит в мозг, тем в большей депрессии мы находимся. Страх, как я уже сказал, это одна из эмоций. И находится он достаточно низко на этом графике эмоций. Когда мы испытываем страх, в наш мозг приходит очень мало энергии. И это энергия внутренних рецепторов. Это их работу мы ощущаем как физический дискомфорт. А почему внутренние рецепторы такие маломощные? Нет, они не маломощные. За один цикл они выдают столько же энергии, как и внешние. 10 минус 9 ватта. Просто сравнивать энергию, которую может дать наше тело, и энергию, которую способна дать Вселенная, просто смешно. Это раз. Но есть еще очень важный фактор. Энергию окружающего мира мы просто получаем, просто берем. А чтобы произошли изменения состояния нашего организма, их нужно создать. На это нужно приложить внутреннюю энергию, в том числе нервную, электрическую. А откуда эту энергию взять? Использовать для этого внешние рецепторы. И значит, энергия внешних рецепторов пойдет не на работу нервной системы, а для зарядки аккумуляторов, для работы внутренних рецепторов. В результате появляется и нарастает дефицит энергии. Чем больше дефицит энергии, тем больше и чаще включаются в работу внутренние рецепторы. Тем больше нарастает дефицит энергии. Так страх постепенно перерастает в панические атаки. Теперь, когда вы знаете, как работает наша нервная система, давайте вернемся к вопросу, а нужен ли нам страх? Что происходит на психологическом, физическом уровне? Включается триггер, пусковой механизм. То, что вызывает включение рефлекторного комплекса, содержащего в качестве источника энергии работу внутренних рецепторов. Мы чувствуем физический дискомфорт, боль. Этой энергии достаточно мало, по этой эмоции, которую мы испытываем, это страх. Но это, тем не менее, энергия. Когда она нам помогает, а когда мешает. Все зависит от того, какой уровень эмоций вы испытывали до этого. Если вы до этого были энергичны, счастливы, то, испытав страх, вы лишились энергии. У вас опускаются руки, ваше самочувствие ухудшилось, вы становитесь недееспособным. Другая ситуация. Если вы пребываете в депрессии, ваше обычное настроение – это горе, жалость к себе, апатия. В этом случае уровень страха – это более высокий уровень энергопотребления. Вы становитесь более работоспособным и энергичным. Люди, живущие на этом низком уровне эмоций и энергии, доказывают, что страх нужен для жизни, помогает решать жизненные проблемы, способствует личностному росту. Да, способствует. Но очень короткий отрезок времени. А что происходит дальше? Нарастает дефицит энергии. Вы испытываете усталость, утомление, истощение. Страх может помочь вам сделать небольшой прыжок вверх. Но в результате вы откатитесь назад намного дальше. Кстати, именно поэтому я и не люблю психотерапию. Все способы пережить негативные эмоции людьми, живущими ниже этого уровня энергопотребления, приведут сначала к кратковременному улучшению самочувствия, а потом к истощению. Психотерапия может помочь стать счастливому человеку счастливее, но усугубит несчастье несчастного. Но к психотерапевту не пойдет человек счастливый. Ведь сеанс сделает его несчастнее, а остальным психотерапия только навредит. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставил в описании. Доказал вам свою точку зрения? Для тех, кто ответил положительно, я хочу ответить еще на один вопрос. А что же делать? Как выйти из депрессии? Как увеличить поток электроэнергии в центральную нервную систему? Как сделать это, не вовлекая в работу внутреннего рецептора? Хочу познакомить вас с методом аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод изначально создавался для восстановления проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. Воздействуя на уровне соединений между нервными клетками, синапсами, аппаратная психотерапия переключает энергопоток по путям наименьшего сопротивления. Как следствие, энергии, вырабатываемой внешними рецепторами, становится более чем достаточно. Энергия внутренних рецепторов, энергия боли, как альтернативный источник энергии, становится не нужна. Как следствие, вы не испытываете страх, потому что переходите на более высокий уровень энергопотребления.
Как происходит сеанс аппаратной психотерапии? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Если хотите ей помочь и ускорить процесс, то вы можете во время сеанса вспоминать о своих страхах. А можете ничего не делать. Результат вы все равно получите. Какой результат вам ждать? Я уже сказал, что страх – это достаточно низкий уровень энергопотребления. Поэтому сначала вы заметите повышение работоспособности, увеличение энергии. Вы будете испытывать страхи реже. Когда вы будете вспоминать или встречаться со своими страхами, ваш физический дискомфорт будет гораздо менее выражен, пока не исчезнет совсем. То, что раньше вызывало у вас страх, станет вам безразличным. Это для классической психотерапии был бы значительный результат. Аппаратная психотерапия способна на большее, на гораздо большее. Если вы продолжите, то постепенно ваши мысли все чаще и чаще будут вызывать у вас улыбку. И в какое-то мгновение ваше настроение станет великолепным. Мир станет ярче, звуки громче. Это значит, что в данном рефлекторном комплексе, в данном участке вашего опыта, боль, как источник энергии, больше не участвует. Поток электрических сигналов в мозг максимальный. С этого момента, каждый раз, когда вы будете вспоминать о своем страхе, вы будете испытывать радость. То вы скажете, это невозможно. Надел наушники, стал счастливым. Прям какая-то волшебная таблетка. Я не хочу с вами спорить. Поэтому первые 5 суток после регистрации на сайте вам дается бесплатно. Возможно, что за эти 5 суток вы не избавитесь полностью от своего страха, но вы заметите увеличение работоспособности и энергичности. Первого симптома избавления от страха. Дальше вы сами решаете, хотите ли вы продолжать курс аппаратной психотерапии или нет. Количество сеансов для полного избавления от страха зависит от вашего исходного эмоционального уровня. Чем выше исходный уровень, тем быстрее вы получите конечный результат. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от своих страхов. Наполняйте свою жизнь энергией, уверенностью, счастьем. Будьте здоровы и счастливы. Живите без страха.